Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги! В этом видео мы с вами свяжем вот такой замечательный кардиган со стойким воротником. Как всегда, кардиган вяжется сверху вниз и без шва. Вязание начинаем со спинной части воротника, потом непосредственно переходим к оформлению другие части кардигана. И попереду воротник у нас будет продолжаться в виде планки. И вот видите, в воротнике и в планочке у нас принято такой замечательный узор. И на канале есть отдельный мастер-класс вязания этого узора. Этот кардиган, друзья, предназначен без застегивания. Если хотите сделать застегивающий кардиган, тогда спокойно по наружному краю планки можете сделать маленькие петельки для пуговки и обязательно зашивать маленькие пуговички и сделать такую легкую застегивающий кардиган, чтобы не портить вид узора и вид кардигана попереду. И еще по вашему размеру можете спокойно расширить полочки. Для этого по внутреннему краю планочки можете добавлять петельки, и с этим у вас расширятся полочки. Еще у меня для расширения грудной части добавлено вот такие петельки в виде веточки. Здесь добавлено по 4 петли на каждом четвертом ряду. В этом мастер-классе я объясню, как делать расчеты простым путем, и обязательно все ходы вязания подробно покажу на практике. Пойдемте вязать. Из другой расцветки пряжи набираем простым обычным путем 22 петли. Теперь на этой петельке начнем провязать наш воротник с рабочей нитью. И обратите внимание, друзья, когда мы первый раз вяжем, все эти петли вяжем изнаночными петлями. Разворачиваем нашу работу. Вот видите, мы сейчас набрали для раппорта узора 22 петли. И начнем с первого ряда. Первую петельку берем на спице, не провязывая. И это у нас будет петелька кромочная. И следующая петля будет лицевая петля. Вот таким образом, друзья, мы сейчас вяжем на правую сторону воротника. Теперь мы должны знать, сколько рядов мы должны вязать для воротника, и потом начинать образовать другие части кардигана. Для этого сделаем нужные расчеты.
Чтобы сделать расчеты, друзья, мы берем самый нужный один замер. Размер шеи в прилегающем виде измеряем сантиметровкой. И в моем случае это равен 38 сантиметров. Для данной спицы и для данной пряжи, когда я рассчитала, у меня плотность вязания по ширине получилось 2 петли в 1 сантиметре. Теперь вот это 38 сантиметров превращаем на петли. Для этого 38 умножаем на 2. Плотность вязания по ширине. И у нас получается 76 петель. И для 76 петель будем образовать схему вязания для классического простого реглана. Для этого 76 петель делится на 3 части. И это у нас получается 26 одна часть, 25 одна часть и 25 еще третья часть. 26 петель будет 2 рукава по 13 петель, 25 будет спинка и 25 будет перед. Вот таким образом мы 3 части все петли разделяем в классическом реглане и будем обозначать эти петли. Теперь нам необходимо будет отделить петли для регланной линии. Я беру для регланной линии по одной петле, и эти петли я беру от тела кофточек. Для спинного реглана по одной петле отнимаем от петли спинки 2 петли, и спинка у нас остается 23 петли. И по переду то же самое. И вот таким образом, друзья, мы образовали первичную схему для простого реглана. Теперь для нашего кардигана, для расчетов, нужен будет вот эта часть нашего реглана. Вот начиная с передней регланной линии, добавляя рукава и спинку, нам нужно будет вот эта часть. Значит, 4 регланные линии плюс 2 рукава, это будет 26 петель, плюс 23 спинка. И всего у нас будет здесь 53 петли. Теперь нарисую схему вязания для 53 петли. И эту схему, друзья, мы будем разделять ровно на половину часть. Здесь вот так, когда мы разделяем, и здесь в центре у нас будет 1 петля, и на эту сторону у нас будет 26 петель плюс 1, и на эту сторону будет 26 петель плюс, и всего у нас получится 53 петли. Теперь, когда мы вяжем воротник, мы воротник начинаем вот серединку, и мы должны взять на эту сторону такую длину воротника, которую мы смогли по краю воротника поднимать 26 петель. На правую сторону вяжем и поднимем 26 петель, и на левую сторону вяжем, поднимем 26 петель. И в центре еще здесь добавим 1 петлю. Таким образом, мы должны здесь поднять 53 петли. И чтобы знать, сколько рядов мы должны вязать на одну сторону, чтобы поднять 26 петель, для этого мы сделаем расчеты. 26 одну сторону умножаем на 2. Получится 52 рядов. Значит, на правую сторону мы должны вязать 52 рядов,
и на левую сторону 52 рядов. Почему мы умножаем на 2? Самую крайнюю петлю, когда мы так посмотрим по краю, вот образуются такие косички. И из этих одного косичка мы набираем одну петлю. Когда мы вяжем 2 ряда, здесь у нас появляется одна косичка. Значит, когда мы вяжем 52 рядов, здесь у нас появится 26 косички. Поэтому мы должны 26 умножать на 2, и у нас получается 52 рядов. И когда мы вяжем 52 рядов, у нас здесь появится половина число этих количества рядов, здесь косички. Если мы вяжем 52 рядов, друзья, сколько раппортов здесь будет? Давайте вот это посчитаем. Один раппорт узора у нас состоит из 24 рядов. 2 раппорта 48 рядов. Добавим 4 рядов, у нас получится 52 рядов. Значит, мы полноценно здесь вяжем 2 раппорта узора, и еще с 3-го раппорта вяжем 4 рядов. И у нас получится 52 рядов. И вот таким образом, друзья, на эту сторону вы вяжете 2 раппорта и еще 4 рядов с 3-го раппорта. И мы с вами увидимся. Вам покажу, как дальше вязать. Вот провязали 52 рядов на правую сторону воротника. И вот видите, мы остановились вот здесь, который здесь мы сделали 3 раза проплетения. Теперь вяжем левую сторону воротника. Мы здесь отрезаем рабочую нить. И эту сторону, когда вот так поворачиваете вот эту белую нить, друзья, вот здесь видно наши головки петли. Вот эти головки поднимаем. Поднимется 22 петли. Первую петлю начинаем вот с этого края. Вот, которая набирали вот эту петельку, да? И здесь еще вот здесь найдем вот эту, и отсюда начинаем набирать петли. Берите потоньше спицу, и удобно будет поднять эти петли. Еще здесь тоже поднимем самую последнюю петлю. Теперь посчитаем. 22 петли. И наше вязание, друзья, начинаем вот с правого края, по рукам. Вот отсюда начинаем. Мы сразу здесь начинаем первый ряд нашего узора. Как дальше вязать, вы знаете. Вяжете 52 рядов узора.
и мы с вами увидимся. Вот, друзья, начало воротника мы закончили. В центральной части, когда мы убираем вот эту белую нить, здесь у нас узор будет непрерывно, и даже здесь незаметно будет наши обе начала воротника. Теперь мы будем поднять петли для тела кардигана. Вот видите, эта сторона у нас будет край воротника, а с этой стороны мы поднимем петли. Вот когда вот так самую крайнюю петельку посмотрим, друзья, самую крайнюю, вот здесь видно вот такие петельки. И вот эти петельки, когда посчитаете, с этой стороны получается 26, и с этой стороны получается 26. Берите вот такую спицу, вам удобно будет. Еще нам необходимо будет вот такие маркировки. Продолжим наш узор. Мы начинаем 5-й ряд узора. Когда провяжем все петли воротника, поставим желтую маркировку, чтобы их отделить от тела кардигана. И здесь начнем поднять петли. Наша косичка. Обе стенки вот так берем, поднимаем одну петлю. И следующее то же самое. Обе стенки поднимаем и берем петельку. И все петли поднимем лицевыми петлями. И посчитаем. Вот подняли петли. Наружной стороне выглядит вот таким образом. Дошли до петли воротника. Здесь самая последняя петля у меня получилось брать вот отсюда. Вот самая крайняя петля. И брала вот отсюда. Вот видите, как получается. И вот так у нас всего здесь 53 петли. В центре добавила один накид. Вот. И таким образом мы набрали нужные петли. Здесь тоже отделим желтой маркировкой. Продолжим наше вязание, наш узор. Разворачиваем нашу работу. И на изнаночной стороне, друзья, все петли вяжем по рисунку. С вами увидимся на лицевой стороне. Вот, друзья, опять мы начнем вязание на лицевой стороне. На этом ряду воротники вяжем по узору, а тело кардигана будем разделять на части кардигана. Это 2 рукава и спинку регланные петли. Перед каждым регланной петлей ставим маркировку. После этой красной маркировки петля будет регланная петля. И на этом ряду мы начнем оформлять регланные линии. До маркировки берем накид, регланная петля, накид. Посчитаем 13 петель для левого рукава.
берем накид, поставим маркировку, регланная петля, берем накид. Вот мы дошли до сюда. Оформили регланную линию. Теперь начинаются петли спинки. Посчитаем 23 петли. Берем накид, отделяем маркировкой регланную петлю, регланная петля, накид. Вот мы поставили маркировку вот здесь. И посчитаем 13 петель для правого рукава. Берем накид, ставим маркировку. После маркировки регланная петля, берем накид. И потом у нас начинается после желтой маркировки наш узор. Разворачиваем нашу работу. И на изнаночной стороне все петли вяжем по рисунку. А где накиды мы добавляли возле регланной линии, тоже вяжем изнаночными петлями. Если кто не хочет, чтобы здесь регланная линия стала ажурной, тогда эти накиды вяжутся изнаночно скрещенными петлями. Вяжите сами самостоятельно до конца ряда на изнаночной стороне, и мы с вами увидимся опять на лицевой стороне в начале ряда. Мы опять на лицевой стороне начинаем новый ряд. В этом ряду будем оформлять наш узор и будем оформлять регланные линии. До маркировки берем накид, регланная петля, накид. Продолжим вязание. До маркировки накид, регланная петля, накид. Вот таким образом, друзья, вяжем до конца ряда. И здесь тоже будем оформлять наш узор. И на изнаночной стороне, как вязать, знаете, вяжите до конца ряда. И на лицевой стороне, как я сейчас вам показала, продолжите с обеих сторон планки провязать узор. И на теле кардигана оформлять регланные линии. Вы продолжите ваше вязание до такой величины регланной линии, до такой величины размера кардигана, который вам нужен. Друзья, хочу сказать еще один нюанс. Вот видите, мы вяжем узор на планках. И этот узор стягивает полотно. Планки наши могут оказаться короче, чем полочки. Поэтому нам обязательно придется корректировать длину планки к полочкам. И я вам сейчас покажу, как будем корректировать длину планки к полочкам.
Мы осуществили этот процесс дважды. И отметила я это черной маркировкой. Потому что если не отмечаете, вам трудно будет найти это место, где мы осуществили этот процесс. И чтобы узнать примерное расстояние каждого коррекции, обязательно так отметьте маркировкой. И вот сейчас тоже пришло время осуществить этот процесс, и я вам подробно покажу. Провяжем нашу планочку. Разворачиваем нашу работу. И правую спицу берем первую петлю, не провязывая, протянем нить и образуем петли две ножки. Вот так. Я так называю, как будто здесь образуется петелька две ножки. И вот так продолжим наше вязание на изнаночной стороне. Разворачиваем нашу работу. Мы опять на лицевой стороне. На петле планки вяжем узор. И вот дошли до этой петли две ножки. Эта петля, как мы вяжем? Мы должны вязать эту петлю изнаночной петлей. Для этого заходим с правой спицы сзади, с левой стороны, охватываем вот так обе ножки и провяжем изнаночную петлю. И продолжим дальше наше вязание. И здесь и обязательно оставим отметочку. Наденем маркировочку и следующую лицевую петлю провяжем вместе. И продолжим наше вязание. Вот видите, здесь даже не чувствуется этот процесс. Вот таким образом, друзья, эту манипуляцию мы будем повторять каждые 4-5 сантиметров. У меня расстояние имеется 4 сантиметра. Это будет 12-14 рядов. Вяжем до правой планки. Здесь тоже я вам покажу эту процедуру, как мы будем делать на той стороне. Друзья, когда коррекцию осуществляем на левой стороне планки, обязательно не забудьте на этом ряду осуществить эту процедуру и на правой планке. Чтобы не было такого, чтобы здесь осуществили, а пока провязали все петли, дошли до правой планки, вы забыли. Если вы вдруг забыли, тогда на следующем ряду обязательно осуществите эту процедуру. Мы дошли до правой планки, вяжем узор. Разворачиваем нашу работу. На изнаночной стороне вяжем до желтой маркировки. Разворачиваем нашу работу. Первую петельку, изнаночную петлю, берем на спицу, не провязывая, и протянем нить, образуем петли две ножки. И продолжим наше вязание и вяжем узор.
Разворачиваем нашу работу. Вот дошли до петли 2 ножки. Эту петлю мы провяжем таким образом. Заходим с левой стороны по рукам, охватываем обе стенки петли и провяжем лицевой петлей. И продолжим наше вязание на целую кофточку. Вот здесь не будет чувствоваться наш процесс. И на лицевой стороне не чувствуется, и на изнаночной стороне не будет чувствоваться. Вот таким образом, друзья, каждые 4-5 сантиметров мы будем вот так удлинить наши планки отдельно, добавляя лишние 2 ряды, и с этим мы будем корректировать нашу длину планки к телу кардигана.